Где останавливается Билл Гейтс, посещая Черногорию? Чудеса над храмом Святого Стефана. Как выглядит гостиничный номер за 2000 евро в сутки? На Будванской ривьере есть удивительное место. Мы в жару поднимались до смотровой, чтобы увидеть его с лучшей точки. Можно даже вспомнить расхожую фразу «визитная карточка». Поднялись по серпантину горному, и открылся необычайно красивый вид. Это одно из самых удивительных мест в Черногории. Вид на остров Святого Стефана. Святый Стефан называется это остров. В разгар турсезона из-за желающих сфотографироваться на фоне острова Святого Стефана бывает даже образуется большая пробка на главной автомагистрали Черногории. Святый Стефан весной, зимой, в грозу и жару взирает с многочисленных открыток. Что же это за остров? Пойдемте посмотрим на эту неприступную крепость, узнаем ее тайны. Так и кажется, что когда-то здесь был подъемный мост, который, как во многих средневековых городах, поднимался при приближении врага. Оказывается, Святый Стефан, манящий остров, закрыт для посещения. Обычным смертным попасть сюда можно лишь раз в день в сопровождении гида. И далее история того, как рушился выдуманный мной мир средневековой крепости. Когда-то, еще в 15 веке, первые упоминания об этом острове, известны письменные, это была обычная рыбацкая деревня. Примерно 20 домов было на острове. В письменных источниках упоминается история, когда жители этого острова сопротивлялись нападению османов. И такая ситуация продолжалась примерно до середины 20 века. А в 50-х годах всех рыбаков оттуда выселили на берег и стали организовывать роскошный отель. Бывший президент Югославии Тито решил сделать здесь отель. Для этого попросил всех жителей покинуть остров, переехать на берег. Было построено 36 домов и 120 апартаментов. Когда прибыл Оман 11 лет назад, было сделано вместо 120 51 апартамент. Сейчас здесь 51 апартамент 9 категорий. Стоимость проживания в них от 1000 до 5000 евро в сутки. Не так давно здесь был Билл Гейтс со своей семьей, теннисист Новак Джокович, признанный лучшим спортсменом 2019 года. Отметились когда-то здесь Шарлиз Терон, Сальма Хайек и многие-многие звезды. Это просто Диснейленд. Оказывается, никакой старины. Практически все. Всего лишь десяток домов, сохранившихся от старых, от рыбаков. А все это возведено в середине 20 века. Вот удивительно-то. А все думают, что это старинный остров. И я в том числе до этого так думала. А вот и церковь Святого Стефана. И, наконец-то, о чудо! Радуга! Радуга! Остров назван именем святого, значимость которого для христианской церкви характеризуется уже тем, что католики День Стефана отмечают 26 декабря, то есть сразу же после празднования Рождества Христова, а православные – 27 декабря, по старому стилю. Если верить письменным источникам, человек с греческим именем Стефан в первом веке нашей эры проповедовал христианство на улицах Иерусалима. Суть одного из его главных тезисов – Бог не связан с конкретным храмом, не в рукотворных храмах он живет. Такое высказывание в 35 году нашей эры, недалеко от храма Соломона, не было понято соотечественниками, и Стефана забили камнями. Намного позже он был причислен к лику святых. Сегодня его мощам поклоняются в разных уголках обширного христианского мира, а в Черногории даже остров носит имя святого. Как выглянула радуга? Достоверно. Как могла радуга выглянуть без дождя? Как? Дальше экскурсия по острову оказалась максимально приземленной. Как выглядит номер за 2000 евро в сутки? Как традиционное рыбацкое жилище. Я понимаю, что главное среди прочих достоинства этого отеля для постояльцев – это уединенность и приватность. Но искренне жаль того, кто столкнется с раздельными кранами горячей и холодной воды.
Разве что британцам не привыкать. Всё. Как тебе понравился Да. Святый Стефан? Да, а ты опоздала. А что тебе- тебе? Меня все ждут? Да. Извините, пожалуйста. Ни кладов тебе, ни загадочных подземелий. Какая уж тут история. Единственный плюс для нас от посещения – то, что обошлось оно в 20 евро на семью, а не в 5000 евро в сутки, как мировым звездам.